Ну что, друзья, я рад приветствовать вас на обновленном канале Канифоль. Почему Канифоль? Да как-то так само сложилось. Слово короткое, запомнить легко. Ну а как оно получилось? В принципе, видно из заставки. Сегодня поговорим о доме отдыха Бета санаторно-курортного комплекса Анапский. В этом доме отдыха мы были трижды за 4 года. И, возможно, поэтому так бросилась в глаза нехорошая тенденция, о которой я и хочу рассказать. Прибывая в хуторном автобусе, доезжайте до конечной остановки Бета. И справа видите вход на территорию дома отдыха. Лучше, конечно, на такси. Их пускают до самого приемного отделения. Отпадает необходимость тащить вещи в довольно крутую гору. Рядом находится шикарная двухэтажная столовая. Питание организовано в одну смену. Как хорошо. На втором этаже сидит диетолог. Она же закрепляет столы за отдыхающими. Это дорожка к нашим домикам, а туда мы идем к морю. Есть детская площадочка, есть теннисный корт. Сегодня вечером в нашем клубе танцевальный вечер, дискотека 80-х. Правда, это было вчера. Каждый день нам обещают караоке, но пока не слышали. В 2016 году нам выделили номер с частичными удобствами. Честно говоря, я опасался реакции супруги на подобный сервис. Она действительно чуть не расплакалась. Но прожив пару дней, приспособились и поняли, что это здорово. Нет никакого дресс-кода, двери нам никто не закрывает. Внутри есть необходимый минимум. Кровати, холодильник, вентилятор, зеркало. Можно прямо там позагорать или покурить на крылечке с утра. А еще, отойдя буквально 20 метров, можно самим пожарить шашлык. Мангал можно взять у местных служителей. Ну и вечерком посидеть с друзьями прямо на крылечке. Поохотиться на ежиков. Ну, прям деревенский рай. Но есть один большой плюс. Не нужно готовить еду. Неподалеку обнаружилась целая улица заброшенных синих домиков без удобств эпохи Советского Союза. Интересно, кто и когда в них жил? Всюду видны знаменитые реликтовые сосны, которые обеспечивают данный микроклимат. С дорожки, проходящей вдоль этих домиков, открываются поразительные виды на морской берег. Можно увидеть все морское дно. Виден огромный камень, на который так любят заплывать отдыхающие и купаться возле него. Если пойти по дорожке направо, попадаешь в знаменитую беседку. Из нее виден городской пляж. Поблизости один из путей к морю. Не самый легкий, но быстрый. Спустившись по лестнице, попадаешь в суету пляжа. Другой, более доступный путь проходит вдоль дороги, галереи магазинов и приводит туда же, но с другой стороны. Самый же интересный и любимый нами путь ведет по голубой лестнице. Туда мы ходим после обеда. Спускаться по лестнице вниз довольно легко. Тем более, что по дороге открываются очаровательные виды.
Иногда попадаются неожиданные препятствия в виде проросших сквозь лестницу деревьев. На берегу попадаешь в рай. Палящее солнце спряталось за скалу. Народу совсем мало. Нагретая за день вода никем не взбаламучена. Видно каждый камушек. Есть удобный вход в море по остаткам пирса. Ну и огромный камень в воде на расстоянии примерно 50 метров от берега. Подъем, конечно же, дается труднее. Но можно отдохнуть на оборудованных почти на каждом пролете скамейках. Зато поднявшись, ощущаешь себя героем. В 2018 году нас поселили в многоэтажном корпусе. Наши домики оказались заколочены. Их постигла судьба синих, а синие совсем разобрали. Зимой еноты разорили столовую. Мы с вами находимся в доме отдыха Министерства обороны Баттон. Мы хотим нормальный номер. Уже открыта столовая еще. Поэтому мы тут гуляем. Ждем, когда столовая откроется. Вот сейчас вот смотрите, как это. Вот. Это была сирена. Итак, дорогие завидующие телезрители, вот здесь мы спим. Здесь у нас холодильничек, телевизор, по которому мы смотрим чемпионат мира по футболу. Здесь у нас вход, а здесь у нас санузел. Включаем свет, это горшок. Это душевая кабина, а здесь умывальня. Вот, ну и брильня заодно. Дальше выходим на санузел. Здесь у нас выход. Здесь у нас зеркало, где мы красоту наводим. Здесь самокаты заряжаются. Здесь у нас лоджия, на которой мы отдыхаем. Надо я тут зонтик поставил, здесь у нас столик, там вот тряпье сохнет всякое. Вид с нашей лоджии на горы. Вот. А вот там, видно море. Но там дымка. Плохо видно. Мы стали мобильнее. Больше времени стали уделять морю. Дорогие завидующие телезрители, находимся на пляже города Беттер. Вчера был шторм, а сегодня уже народу на пляже. Блин, вообще пипец. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Вот такая фигня. Сейчас мы прерываемся на купание. Мы продолжим свой репортаж с дикого пляжа вечером. Вечером мы решили пойти на рыбалку. Ну мало ли, вдруг какая дура клюнет. Дур не было. Да и дураков тоже не было. Зато приплыли дельфины. Где я не вижу? Вот. Вон, плавничок. Вон один вынырнул. Вот он. Раз, два. Вон третий. Вот два и сзади третий. А что-то они серые какие-то. Ну, один черный, а дальше серые. Молоденькие, наверное. Не знаю. В остальном все без изменений. Те же кафешки, такая же еда, вкусненькое винцо.
И меню тоже. Даже надписи из камней такие же. Год 19. В этот раз, отправив свои средства передвижения транспортной компании, полетели самолетом до Геленджика. Супруга летела первый раз в жизни. В Бете вроде бы все без изменений. Фонтан на месте, пляж тут. Дорожки. И сосны тут же. Но это только на первый взгляд. На пляже явно прибавилось навесов и зонтов. Голубая лестница пришла в негодность и закрыта для прохода. Администрация сняла часть ступеней, чтобы не ходили. Опасно. Лестница вся разрушена, заброшена. На берегу полно водорослей. Но русский человек находчив, все равно ходит. Мы тоже русские. Зимой в столовой рухнула крыша. Питание в 2 смены. Появились вот такие таблички. С лоджии номера виден кран. Строят огромный отель. Часть кафешек закрыта. Пользуемся ресторанами. Это гораздо дороже. Но, правда, вкуснее. Там я пристрастился к морепродуктам. Даже винные лавки закрыты. Отпуск закончился. Пора домой. До свидания, море. Привет, Москва. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в аэропорту Внуково, города Москвы. Подводя итоги, можно сказать, что военный дом отдыха Бета постепенно разрушается естественным путем. От времени и погоды. Никто не может остановить этот губительный процесс. Ну или не хочет. Застроившись крупными отелями, спрос рождает предложение. И обзаведясь положенной инфраструктурой, уютное место отдыха хутор Бета превратится в очередной Геленджик или Архипово-Осипов. Желаю вам хорошего дня и отпуска такого, как вы хотите. Привет!